канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить хумус. Это потрясающая закуска, очень легкая в приготовлении, невероятно вкусная и полезная. Поэтому пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Основу хумуса составляет нут. Нам потребуется 350 грамм сухого нута. Замочите его в большом количестве воды и оставьте на 5-7 часов или на ночь набухать. Посмотрите, вот так выглядит уже набухший замоченный нут. Он значительно увеличивается в размере, посмотрите. Предварительное замачивание нута обязательно. Далее отвариваем нут на среднем огне в течение 2 часов после закипания. Готовность нута вы всегда можете проверить, достав его и попробовав. Готовый нут выглядит вот таким образом. Он мягкий, но при этом хорошо держит форму и очень хорошо чистится. Чтобы придать более нежную текстуру хумусу, вы можете очистить каждое зернышко. Конечно, если захотите потратить на это время. Воду, в которой варился нут, сохранить. Пока нут остывает, подготовим тахини или кунжутную пасту. Вы ее всегда можете купить в любом магазине, либо приготовить вот таким образом самостоятельно. Для этого нам потребуется 50 грамм кунжута, 2-3 зубчика чеснока раздавленного, 0,5 чайной ложки зиры. И все это прогреваем на сковородке с толстым дном. Обязательно помешивайте. Кунжут ни в коем случае не должен подгореть. Ингредиенты, нагреваясь, будут более ярко раскрывать свой аромат. Прогреваем на среднем огне, постоянно помешивая в течение нескольких минут до золотистого цвета кунжута. Кунжут должен приобрести легкий золотистый оттенок, как вы видите на видео. Наша смесь готова. Далее пересыпаем ее в блендер. Вот такая смесь у нас получилась. Далее добавляем небольшое количество воды, в которой варился нут, и несколько ложек уже отваренного нута. Взбиваем блендером в пюре. Вот такая паста у нас получилась. Далее в эту пасту добавляем соль по вкусу, оливковое масло экстра virgin, свежемолотый перец и свежевыжатый лимонный сок, половина лимона. Хорошо перемешиваем все ингредиенты. Далее добавляем эту пасту в отваренный нут. Далее с помощью погружного блендера превращаем эту смесь в однородное пюре.
Периодически понемногу добавляйте воду, в которой варился нут. Постарайтесь добиться однородной, гладкой консистенции. Попробуйте на вкус и, если нужно, добавьте дополнительно соль, перец и оливковое масло. Продолжайте взбивать до гладкости. Вот так, быстро и легко наш домашний хумус готов. Далее раскладывайте хумус по чистым банкам. Сверху можно полить оливковым маслом, добавить кунжутное семя и украсить отваренным нутом. Также присыпьте сверху сладкой паприкой, она придаст особенный аромат. Посмотрите, какая красота! Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!